Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать всех новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы давно-давно работали, и с новым узорчиком. Сразу хочу уточнить, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, узорчики универсальные, подбираете, самое главное, правильно крючок, чтобы у вас все получилось. А я рассказываю о пряже, которую я буду использовать сегодня в образце. Итак, называется Alize Shikerim Baby Batik. Батик, видите? Секционное окрашивание. Ниточки вот так вот переходят. Да, секционного окрашивания ниточки хорошо смотрятся где? В вязании спицами, да? Но мы хотим тоже крючковязы, да, попробовать данную пряжу. Итак, смотрите. Здесь получается в 100 граммах находится 320 метров. Это стопроцентный акрил. И нам здесь советуют производители брать крючок от двоечки до четверочки. Поэтому я беру крючок, смотрите какой, большой. Это тунисский крючок. Сегодня буду им показывать узорчик. И беру номер крючка 3,5 миллиметра. Вы точно так же читаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок, номер крючка, и у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 2 петельки. То есть вы можете набрать любое количество петелек, кратное 2. И смотрите, какая особенность. Данный крючок, именно тунисский крючок, мы держим как спицу, потому что он длинный, иначе будет неудобно. Все остальное так же, как всегда. В начале петелька фиксации. Мы при наборе петелек ее не считаем. Так. Оп. И теперь я набираю 30 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот, будущий образец. Далее смотрите, вот у нас петелька на крючке. Так, мы, получается, от петельки на крючке отсчитываем вторую петельку. 1, 2. Смотрите, ныряем вот в эту петельку, вытягиваем ниточку и держим на крючке. Есть. Далее в следующую петельку цепочки также ныряем, вытягиваем ниточку, держим на крючке. И в следующую, во все последующие петельки цепочки также ныряем по порядку и держим петельку на крючке. И ваша задача просто проконтролировать. Количество петелек на крючке должно быть ровно столько, сколько у вас петелек на цепочке, да? То есть, если я набрала 30 воздушных петелек, значит, у меня должно быть 30 петелек непосредственно на крючке. Несложно? Несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно набирайте. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно. У вас получится. Так, смотрите. Вот, получается, набрали. В моем случае получается 30 петелек на крючок. И теперь мы должны вернуться на начало нашего ряда. Смотрите, как мы это делаем. Берем крючок так, как нам удобно, да, поближе, подальше и так далее. Вначале мы первую петельку провязываем одну. Так. Все остальные петельки будем провязывать по 2. То есть, смотрите, взяли ниточку и тут же 1, 2. Угу. Взяли ниточку и тут же 1, 2. И так далее. Провязываем до начала нашего ряда. 1, 2. Все аккуратненько, не торопясь. И идем к началу ряда. Понятно? И у вас получается по итогу вот такая вот гусеничка формируется. Все, давайте до начала ряда. В начале ряда встречаемся. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, что у нас в итоге получается. Вот такая вот интересная длинная гусеничка. И как мы заканчиваем наш ряд? Мы провязываем 2 петельки точно так же вместе. Все, оп, и ряд наш закончился. Воздушная петелька. Далее смотрите, делаем спереди назад вот так вот накид. И нам необходимо переключиться вот на следующую капельку, на переднюю стенку ее. Оп, взяли капельку. И ниточку вернули назад. Поняли? Вот так вот. Захватили и провязали, получается, нашу петельку вот таким вот образом. Понятно? Далее смотрите, что делаем. Вот у нас идет следующая капелька. Видите? Вот она. Вот наш столбик. Мы, получается, ныряем насквозь вот так вот перед этой капелькой. Вытянули ниточку. Ныряем непосредственно в центр этой капельки между передней и задней стенками. Оп. Вытянули ниточку. И за этой капелькой. Оп. У нас получается вот такие вот, видите? 3 петельки
перед капелькой, в серединку капельки и за капелькой. И мы эти 3 петельки должны вместе провязать за один раз. Оп, и провязали. Идем дальше. Опять накид. Вот у нас идет следующая наша капелька. Так, мы нырнули в эту капельку, ниточку вернули обратно, вот таким образом, чтобы ниточка лежала перед, получается, нашей капелькой. Захватываем ее и тут же сразу же провязываем. Дальше опять наша следующая капелька, вот она. Мы ныряем перед ней, в нее и после нее. Поняли, да? Итак, нырнули перед ней, вытянули ниточку. Нырнули непосредственно в нее, в эту капельку, вытянули ниточку. Нырнули после нее, вытянули ниточку. Вот наши 3 петельки. И мы их провязываем тоже вместе. Оп, за один раз. Угу. Вот у нас такая картина должна получаться. Следующий опять накид. Вот наша капелька. Ныряем, получается, вот так вот за переднюю стенку. Возвращаем ниточку назад. Провязываем ее. И дальше шагаем. Капелька. Шагаем перед ней, в нее и после нее. Нырнули перед ней, вытянули ниточку. Нырнули в нее, вытянули ниточку. Нырнули после нее, вытянули ниточку. Вот наши 3 петельки провязали за один раз вместе. Оп. Понятно, да? Вот. И вот так вот вы шагаете. У нас что получается? У нас получается обычная капелька и вот такая как бы из пышного столбика, да? Обычная из пышного столбика, обычная из пышного столбика. Понятно? Не сложно? Вот так вот шагаете до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот провязали мы практически до конца. Вот такая картина должна получиться. И как мы заканчиваем наш ряд? Вот получается, я провязала одну петельку, да, а теперь мы провязываем вот вокруг нашей последней петельки, да, будем танцевать. То есть сначала нырнули перед петелькой, вытянули ниточку, в петельку, в капельку нырнули, вытянули ниточку, и после капельки нырнули, вытянули ниточку. Получается 3 опять петельки вместе провязали. И у нас с вами, смотрите, остается самый-самый последний, получается, петелька. Мы просто вот так вот насквозь ныряем и вытягиваем ниточку. Все, наше вязание закончилось. Далее, теперь мы возвращаемся к началу нашего ряда, точно так же, как мы провязывали в самом начале. То есть вначале мы делаем одну, провязываем петельку, так? Потом захватываем ниточку и дальше идем по 2 петельки. 2 петельки, опять захватили 2 петельки, захватили 2 петельки, захватили 2 петельки, и вот так вот вы шагаете по 2 петельки до самого начала ряда. Не сложно? Не сложно. Берите поудобнее крючок, как вам удобнее, поближе, подальше, и провязывайте. Вот по итогу, что получается. Угу. Все, давайте до начала ряда. Здесь я вас встречаю. Так, смотрите, что у нас получилось в итоге. Вот такая вот картина. Видите? Как бы по 2 капельки стоят рядышком, да, их очень видно. И заканчиваем мы ряд точно так же, как и в предыдущем ряду. То есть мы 2 петельки провязали вместе. Оп, все, ряд наш закончен. Воздушная петелька. Дальше, смотрите, делаем накид. Так, и вот наша самая первая петелька. Мы вот так вот ныряем за переднюю стенку, ниточку возвращаем обратно и провязываем эту петельку. Есть. Далее, смотрите, у нас получается вот наша вертикальная петелька, капелька. Мы шагаем перед ней, в нее и после нее, да? Итак, перед ней вытянули ниточку. Непосредственно в капельку нырнули, вытянули ниточку. И после капельки нырнули, вытянули ниточку. То есть повторяем то же самое, что мы провязывали в самом первом ряду. И вот эти вот 3 капельки, 3 петельки провязываем вместе. Оп. Все, дальше то же самое. Накид. Вот опять стоит наша капелька. За переднюю стенку взялись. Вернули, получается, ниточку на место и провязываем. Оп. Дальше опять вот наша вертикальная капелька. Нырнули перед ней, в нее и после нее. Итак, перед ней вытянули ниточку. В капельку нырнули насквозь, да, вытянули ниточку. И за капелькой вытянули ниточку. Вот опять наши 3 петельки, и мы их провязываем вместе. Накид. Следующую капельку беремся за переднюю стенку. Возвращаем ниточку и провязываем нашу петельку.
Все. Не сложно? Я думаю, что не сложно. Повторяйте все то же самое до конца ряда. Я в конце ряда вас еще раз встречу. Посмотрим, что получилось. Договорились? Смотрите, вот такая красота. Все, до конца ряда провязывайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали очередной наш ряд. Вот так вот меняется цвет ниточки. Как мы заканчиваем наш ряд? Смотрите, получается точно так же. Мы провязали одну последнюю, да, вот эту петельку. Дальше у нас остается с вами вот такая вот вертикальная капелька. Ныряем перед ней, ныряем непосредственно в нее и ныряем после нее. Все как всегда. Опять 3 петельки провязали вместе. И у нас остается последняя вот петелька, то есть мы просто ныряем сквозь, да, вот так вот, оп, и захватываем ниточку. Все, наш ряд закончен. Далее возвращаемся мы точно так же, то есть никаких изменений. Вначале у нас идет одна петелька, так, а потом провязываем по 2. Все, то есть никаких сложностей не вызывает. 2, 2, беритесь поудобнее за крючок, повторюсь еще раз, да, 2, 2, и вот так вот шагаете до начала ряда, и в начале ряда я вас встречу. Договорились? Вот что по итогу будет получаться. Все, давайте самостоятельно до начала ряда здесь я вас встречаю. Так, смотрите, вот что мы провязали, получается, до начала ряда. Вот что в итоге, какая у нас картина получается. Так? То есть уже начинают вырисовываться вот такие вот вертикальные, как бы малюсенькие пирамидки, да? Стоят вертикально. Все, и точно так же мы заканчиваем ряд. 2 петельки вместе провязали, потом воздушная петелька, опять накид и провязываем все точно так же. То есть у нас 2 ряда нашего узорчика повторяются без изменений, ничего сложного. Опять перед капелькой, в капельку и после капельки. Все, и опять 3 петельки вместе. Провязывайте до конца ряда, возвращайтесь обратно, по 2 петельки провязывайте, все. Несложно? Я думаю, несложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, да, посмотрим, что в итоге получится, как будет меняться ниточка, да, ну и как, в принципе, выглядит узорчик. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот так у меня меняется ниточка. Гляньте-ка поближе на данный узорчик. Вот такие вот бубочки, вот такие вот шишечки. Очень интересно. Лицевая сторона, видите, такая вот с бубочками, изнаночная сторона гладенькая, аккуратненькая, все ровненько. Оставляю пока на крючке, хочу еще повязать, так скажем, посидеть, помедитировать. Очень интересно переходит ниточка, очень легко вяжется. Кто попробовал уже, согласитесь, да, пишите в комментариях. Вот такая вот по итогу получается красота. Ну, узорчик, конечно, сейчас поправлю. Вот он будет вот так тянуться не сильно, нет, не сильно. Вот так тянется посильнее. Вот, видите? Вот такая вот сеточка, да, вот такие вот шишечки, бубочки, вот такой вот тунисский крючок. Вот что по итогу получается. Конечно, в первую очередь это что? Это какие-то теплые вещи, да, ну, смотря на ниточку, смотря какой ниточкой вы вяжете. Вы можете взять тоненькой ниточкой, это будут очень тонкие, нежные изделия, то есть на лето такого демисезонное, да. Вы можете зимний взять, вы можете брать толстую пряжу, толстый крючок, у вас будет очень шикарный, плотный такой, мощный снуд, например, да. Кардиганы, кофточки, почему бы нет? Не обязательно такой пряжи, не обязательно таким же переходом нитки, нет. Любую пряжу берите, любую, пробуйте, в любом случае будет шикарно, здорово, классно. Давайте замерим. Итак, я, получается, набирала здесь 30 воздушных петелек. Ну, допустим, моя рука, моя плотность вязания, мой крючок, да, моя пряжа. Это, ну, практически 18 сантиметров. И тут, получается, если по шишечкам смотреть, то это 2 ряда, да? В одну сторону шишечка, в другую сторону возвращаемся. То есть 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Гляньте, 20, да? Ну и первый, получается, мы набирали и обратно возвращались. Это, получается, аж 22. Вяжется. Вы не представляете, затягивает очень сильно. Давайте замерим вот так вот, да? Получается 10 сантиметров. Да, плотненький, да, получается. То есть обратный ряд, он такой тонюсенький-тонюсенький получается. Буквально там пару миллиметров. Но вот такая вот по итогу получается картина. Как вам? Кто уже вязал данным узорчиком, пишите в комментариях, что вязали, что у вас получилось, понравилось ли вам. Кто не вязал, подбрасывайте идейки. Девчата, обязательно попробуйте тунисским крючком. Это настолько интересно, настолько увлекательно, настолько захватывает. И самое интересное, что быстро вяжется. Вот так вот. Ну что, надеюсь, видео вам сегодняшнее понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал.
Кто еще этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками, сохраняйте себе в свои плейлисты и вяжите свободное время с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.